Можно ли поджечь два танка одним выстрелом? Как долго будет поворачиваться самый антиманевренный танк в игре? Сколько максимально урона можно нанести за один бой? Именно на эти вопросы вы найдете ответы, если досмотрите этот выпуск до конца. Друзья, прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить вот этих вот ребят за подписку на канал и вручить им по 250 голды. Если ты тоже хочешь попасть в следующий выпуск и получить немножко золота, то подписывайся и нажимай на колокольчик прямо сейчас. Также хочу вас предупредить, что в конце этого ролика будет крутой конкурс на голду. Помимо всего этого, я хочу извиниться перед вами за долгое отсутствие на канале. Мы очень долго ничего не выпускали, поэтому ваша поддержка в виде 10 тысяч лайков будет как никогда кстати. Ну а теперь по традиции запрыгиваем в наш поезд и отправляемся в страну годного контента. Не переключайтесь. В первом на сегодня эксперименте мы решили проверить, а можно ли поджечь два танка одним выстрелом. Думаю, все из вас знают, что танк можно поджечь сплэшем от фугасного снаряда. Так вот, выехав на карту Перевал и прихватив с собой два Т-62А, мы положили их на бок и сблизили друг к другу. Бабаха, которая и будет отправлять волшебный фугасик, сузила круг сведения до минимального и произвела залп. К сожалению, ни первый, ни второй выстрел не поджег бедолаг. Но вы же нас знаете. Пока не будет результата, мы с полей экспериментов не уйдем. Попытка за попыткой у нас ничего не получалось. Нет, конечно, один танк поджечь нам все-таки удалось. Но согласитесь, что всегда хочется большего. Потратив еще прилично времени и сил, не получая при этом максимальных показателей, мы не понимали, почему так происходит. Но один из участников этого эксперимента выдвинул следующую теорию. Видимо, механика игры не позволяет поджечь два танка одновременно. Таким образом, нам удалось доказать, что сплэшем более одного танка вам поджечь не удастся. Но если вдруг мы ошибаемся и у вас это получилось, то обязательно спуститесь в комментарии и дайте нам об этом знать. Ну а мы идем дальше. В центральном на сегодня эксперименте мы ответим на вопрос подписчика, а звучит он примерно так. Что если взять танк с самым медленным поворотом шасси, плохим экипажем, максимально сломать модули, а также вывести из строя часть экипажа, плюс поставить его на водную местность? Сколько времени займет оборот на 360 градусов? И сколько оборотов за это время сможет совершить самый маневренный танк? В роли главного героя выступает немецкий Маушчен 9 уровня, а вот за маневренность отвечает немецкий ЛТ-10. Нещадно поиздевавшись над тяжиком, мы привели его в идеальное состояние для этого эксперимента. Оставалось только найти немножко воды на карте. К счастью, ее оказалось намного меньше, чем в моей озвучке. Но не суть. Пока я пытался блеснуть чувством юмора, участники уже приступили к головокружительной для экипажа проверке. По итогу у нас получились следующие результаты. Пока Маушчен совершил полный оборот, легкий танк успел развернуться целых 19 раз. Если вы, так же как и я, удивлены этим результатом, то ни в коем случае не переключайтесь. Ведь дальше будет только интереснее. В финальном на сегодня эксперименте мы проверим механику игры. А если быть точнее, то попробуем сделать максимальный урон за один бой за всю историю танков. К вашему вниманию 30 ужасающих стальных монстров и просто грозных мышей, а их оппонентом будет Машина Смерти 1. Да-да, вы не ослышались, и это не шутка. МС-1 действительно попробует поставить рекорд нашей с вами игры. Если вам кажется, что мы сошли с ума, то просто смотрите эксперимент до конца. Как обычно, наш гений Олег-архитектор придумал не снарядами набивать урон, а немного схитрить. Поэтому мы просто будем сталкивать маусов с моста, а весь урон от падения будет переходить на счетчик Машины Смерти. Дело в том, что МС-1 достаточно минимального касания, но сделать это нужно в тот момент, когда маус будет падать. Именно так устроена механика этой игры. Если у вас все хорошо с вычислениями, то вы наверняка уже догадались, что счетчик урона должен показать 90 тысяч. Именно так и произошло. Процесс был нелегким, я бы сказал даже очень сложным. Но опять же, преграды это не для нас. Таким образом, мы официально закрепляем очередной рекорд за нашим каналом.
Друзья, ну а на этом у нас все. Если вам понравилось и вы хотите продолжения, то обязательно подписывайтесь на канал и долбите по колокольчику. Чтобы загладить свою вину отсутствия, мы совместно с Джовом придумали небольшой конкурс. Условия очень простые. Быть подписанными на наш канал и на канал Кости, поставить лайк под этот ролик, написать любой комментарий с вашим игровым никнеймом, а также проверить наличие колокольчика, и тогда у вас будет шанс побороться за 10 тысяч голды. Обязательно принимайте участие, ведь все кристально чисто и шансы довольно велики. Ну а я всех благодарю за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!